Ферит встретил мать, затем жену. Суна рассказала Хатуч, как Ифакат привела ее к гадалке. Тетушка просит племянницу записать и ее к Факрие. Ферит говорит Сейран, что соскучился за ней, а Сейран о том, что получила хорошие новости от врача. Ферит просит расслабиться и говорит, что больше им ничего не угрожает. А Сейран предлагает осуществить мечты. Она усаживает Ферита для того, чтобы написать его портрет. В голове Сейран слова доктора о том, что лечение болезни нужно обсудить с семьей. Суна злится на Каю, что тот сдал ее тетушке. Она напоминает ему про его ошибки. Кая же говорит ей, что изменился, а она совершает одну и ту же ошибку. Он хочет чувств и не хочет, чтобы Суна его игнорировала. Кая спрашивает, о чем та плакала на плече у Ферита. Все же Суна рассказывает, что они с Феритом говорили о бывшем муже. Но больше ничем не делится, сказав, что ему плевать на то, что она пережила и чувствует. Разговор снова заходит об Абедине, и Кая уходит. А Архан после рабочего дня рассказывает Гюльгюн, что отец впервые на совещании поддержал все его предложения и даже подписал зарубежные проекты. Гюльгюн говорит, что раз отец так поступает, она тоже хочет сблизиться с Хатидже. Сейран почти заканчивает рисовать портрет Ферита. Заговорив о зарубежном отпуске, она предлагает Фериту оставить дела на Суну. Она говорит, что сестра прекрасно справится с делами. Латиф сообщает, что пора собираться на помолвку. Фериту очень хочется посмотреть портрет. Но не тут-то было. Сейран говорит, что это будет сюрприз. И накрывает полотно. Сафет спрашивает Ферита, согласна ли Суна. Халис Ага благословляет Айше и дарит ей украшения ручной работы. Шафика просит разрешения. «Разве у любви есть разрешение?» – говорит Ага. Архан также подставляет Шафику и говорит, что Абедин очень щедрый парень. Гюльгюн предлагает Хатидже выехать завтра в город и выпить вместе кофе. Хатуч отвечает, что завтра у нее дела в городе, и она едет их уладить. Гюльгюн настаивает, и Халис Ага советует Хатидже немного расслабиться. Хатуч говорит, что утро вечера мудренее. И Факат говорит Факрие, что если Хатуч назначила встречу, значит хочет поквитаться. И на раз-два с ней разберется. И Факат испугалась, узнав, что Факрие наговорила Суне про Халиса. Она боится, что Карханы узнают о ее родстве. Факрие советует успокоиться, ведь у них разные отцы, и если бы Карханы хотели, то давно бы уже все узнали. Далее Факрие требует защитить ее, иначе случится все, чего ты так боишься. Ни особняка Карханов, ни сироты, которая у тебя в животе, у тебя не будет, говорит Факрие. И Факат злится и нечаянно делает это. И Факат запаниковала, стала звать сестру, но бесполезно. Карлос помогает завязывать Абедину галстук. А Ферит хочет запрыгнуть на него разок, когда он в костюме. Карлос уходит в домик прислуги, сказав, что представляет сторону невесты. «Иди, иди, предатель!» – кричит ему Ферит. «Хватит нам и тех, кто остался», – сказал ему Абедин.
Мы ведь с тобой так и не поговорили. А вдруг что-то случится?» — говорит Ферит. «Я вижу, что Айше меня любит. Да у меня и возраст, давно пора жениться. Главное, чтобы в душе был покой. А счастье придет», — сказал Абидин. «Хорошо, что ты есть», — сказал Ферит. «И ты», — ответил ему Аби. Ферит говорит, что если бы не он, то не знает, как бы все пережил. Он пожелал Абидину счастья, и они крепко обнялись. Латиф, Ферит и Абидин вышли из особняка и идут свататься. «Что-то не то», — говорит Ферит. «Ты тоже считаешь, что букет был лишним?» — сказал Абидин. «Ах, ты еще и без букета хотел идти!» «Месут, начинай!» – закричал Ферит. Услышав барабаны и зурну, Сейран и Шафика вышли на улицу. Аби просит Ферита потише, не беспокоить людей, ведь и так все знают. Но Ферит говорит, что наконец у них праздник, и заставляет Абидина танцевать. Сейран поблагодарила Шафику, что та тогда выпустила Ферита из комнаты. А Суна смотрит в окно из особняка на помолвку и грустит. Абидин тоже сидит грустный. Айше выносит кофе. А Аби и не смотрит на невесту, а поглядывает на особняк. Он вспоминает, как первый раз признался Суне в любви. И вот пришла пора одевать кольца и резать красную нить. А Абидин вспоминает, как подарил Суне кольцо, просил выйти за него и идти с ним. Помолвка состоялась.